Что такое шило на мыло по-африкански? Это когда меняешь Мабуту на Кабила. Перед началом ролика хочу поблагодарить паблик ВК «Горячие точки прошлого века». Здесь можно найти альбомы с интересными фотографиями с различных войн, информативными статьями и, конечно, с увлекательными постами. Переходите в паблик по ссылке в описании. Мир всем! Вы на канале Эхо Войны, и я ее голос Ник Рай. И сегодня, в рамках рубрики «История вкратце», мы поговорим о Первой Конголезской войне. Как эта война похожа на войны периода распада СССР? К чему она привела? Почему эта война стала лишь причиной Второй Конголезской войны? Давайте разбираться. Мабуту, он же пожизненный президент Заира, переименованная Демократическая Республика Конго, вел в стране политику отказа от всего европейского и возвращения к африканским корням. Конго, страна богатая на алмазы, кобальт и прочие ресурсы, терпела крах в экономическом плане. Под конец правления Мабуту инфляция достигала 9800%. Руководители крупных предприятий были родственники и близкие, а, например, министр внутренних дел Заира Нгоу Баанга был одноклассником Мабуту. Финансовые схемы поддержания уровня жизни были просты как мычание. Обычно деньги, полученные от экспорта полезных ископаемых, просто переводились на счета заинтересованных лиц. Сам диктатор не особо смущался таким положением дел. «Давайте, воруйте, но не тащите слишком много», наставлял он соратников на транслировавшемся по национальному телевидению съезде правящей и единственной в стране партии «Народное движение революции». В отличие от большинства африканских коллег, заирский диктатор следовал принципу «держи друзей рядом, а врагов еще ближе» и старался втянуть оппозиционеров в свою орбиту. Получив назначение на кормную должность, устоять перед соблазном не мог практически никто. Так, Клеофас Комитату, отсидев несколько лет за участие в заговоре против отца нации, занимал несколько высоких постов в правительстве страны, а в 1980-е стал послом в Японии. В этой должности он особо отличился, самовольно продав здание посольства. Не меньшую роль играли межэтнические конфликты. В ДРК это было связано сначала с освоением обширных территорий, а затем, в колониальный период, с насильственным переселением африканских народов европейцами. С конца 19 века бельгийские колонизаторы проводили политику трансплантации руандийского населения в восточные районы Конго для решения демографической проблемы Руанды и удовлетворения потребностей рабочей силы в эксплуатации агросферы в провинции Киву. Часть народов Бангала, живших к северо-востоку от Стенли-Пула, была переселена в районы Нижнего Конго, где этнос Баконго не мог обеспечить рабочей силой растущие потребности колониальной администрации и частных компаний. По той же причине в провинцию Касай переселяли Бауба, а голодавших жителей Руанда-Урунди, где позднее образовались два государства Руанда и Бурунди, отправляли в провинции Киву. В результате этой политики такие районы Конго на востоке, как Масиси и Ручуру, оказались населены в основном выходцами из Руанды. Другая волна иммигрантов из Руанды в Киву пришла более или менее легальным путем, в результате найма на работу, по семейным обстоятельствам или другим причинам. Это этническое большинство создавало проблемы соседства с местным населением Конго, которое рассматривало факт присутствия переселенцев как иностранное вторжение. Со временем властные Баньямуленге стали притеснять местные племена. Тутси стремились занять командные посты в политике, администрации, армии и деловом мире, тем самым внедряя социально-экономическую жизнь этих регионов, что порождало у коренных жителей неприязнь к пришельцам. В районах с высокой плотностью населения, где земля и сейчас является основным жизненным фактором, для одних это пашня, а для других пастбище, начались первые социально-политические бунты автохтонных этнических сообществ в протест Баньямуленге, гегемона в политике и экономике. Баньямуленге, в свою очередь, объединялись для самообороны и нанесения ответных ударов.
Прежде всего, это относится к территории Масиси в провинции Северная Киву, где и сейчас наблюдаются как открытые, так и латентные конфликты. Проблема Баньямуленге наложилась на другие этносоциальные конфликты в Заире. Так, многовековая борьба между этносами Ленду и Хема на востоке Заира за лидерство в политической и управленческой сферах, а также за контроль над природными ресурсами, стала чаще принимать форму вооруженных столкновений. Эту ситуацию наглядно прокомментировал журналист газеты «Монт» Ж.Ф. Реми. При режиме Мабуту конфликт между двумя этносами Ленду и Хема достиг наивысшего порога ужаса и разрушений. Число участников политических альянсов, как и разногласий между ними, настолько было велико, что о перспективе мира в Итуре, административный центр восточной провинции, трудно было и говорить. Все стало еще хуже после геноцида 1994 года в Руанде. С подачи радио ненависти, призывавшего к умерщвлению Тутси, армия, жандармерия и проправительственные группировки повстанцев провели массовые убийства мирного населения в Кигали. Всего по разным оценкам в ходе этой акции погибло от полумиллиона до миллиона человек. Тогда в Заир направились многотысячные потоки руандийских хуту. По словам конголезского исследователя М. Майндо, они эксплуатировали в Киву не только свои пожитки, но и внутреннюю борьбу хуту против тутси. Руандийские беженцы хуту населили территорию, занимаемую там Баньямуленге. Это вынудило проживавших там тутси скрываться от этнических врагов во избежание новой резни. Однако не все тутси смирились с постигшей их участью. Народы этого этноса, проживавшие на горном плато Минембве в Южном Киву, отказывались разделять судьбу своих собратьев из других районов. Они оказывали вооруженное сопротивление иноземцам, что впоследствии стало одной из причин конголезских войн. Учитывая обострение межэтнической напряженности и отсутствие государственного контроля на Востоке, Руанда решила принять меры против угроз, исходящих оттуда. Правительство в Кигали в начале 1995 года начало формирование боевых отрядов Тутси для действия в Заире. Поводом для начала боевых действий послужила перестрелка между руандийскими боевиками и заирскими зелеными беретами. Так, 31 августа 1996 года началось так называемое «Восстание Баньямуленге». Президент Уганды Йовери Мусевени, поддерживавший Руанду в конфликте с Заиром, позднее вспоминал, что восстание было спровоцировано заирскими тутси, которые были завербованы силами обороны Руанды – СОР. Первоначальной целью восстания было захватить власть в провинции Восточная Киву и бороться с экстремистами хуту. Однако в итоге бунт вылился в масштабное восстание против поддерживавшего хуту конголезского режима Мабуту. Баньямуленге и ополченцы не-тутси объединились в альянс демократических сил за освобождение Конго – АДСОК, под руководством Лорану Дезира Кабилы, который долгое время был противником Мабуту и лидером одной из трех основных повстанческих групп, основавших АДСОК. При этом ключевую роль в создании и укреплении АДСОК сыграла Руанда. 24 октября 1996 года повстанцы взяли город Увира, а 1 ноября – Гому. При активной поддержке из Руанды и Уганды АДСОК Кабилы к 25 декабря 1996 года сумел захватить территорию площадью 800 на 100 километров вдоль границы с Руандой, Угандой и Бурунди. Эта оккупация временно удовлетворила потребности повстанцев, поскольку дала им власть на востоке Заира и позволила защитить себя от Интерахамве. Кроме того, Руанда и Уганда парализовали деятельность боевиков хуту на востоке Заира. В итоге в войне наступило некоторое затишье, которое длилось до тех пор, пока в феврале 1997 года в войну не вступила Ангола. В течение этого времени Руанда смогла уничтожить лагеря беженцев и начать насильственную репатриацию хуту в Руанду. Во время этого процесса руандийские солдаты совершили ряд нападений на безоружных хуту. Истинные масштабы злоупотреблений неизвестны. Международная амнистия дает цифру в 200 тысяч убитых руандийских беженцев хуту. Вступившие в войну ангольцы потребовали отстранения Мабуту от власти. Только такой исход войны был им выгоден. Кагаме объяснил продолжение войны и поход на Киншасу тем, что Мабуту стал активно вербовать иностранных наемников, что в итоге могло угрожать безопасности Руанды. Так, в боях за Валикале против повстанцев сражались сербские наемники. С возобновлением войны у Мабуту практически не было шансов удержаться у власти. Его армия была в руинах, а продвижение повстанцев Кабилы сдерживали лишь климат и отсутствие дорог. 15 марта 1997 года повстанцы захватили Кисангани, 5 апреля – Мбужи-Майи.
она же алмазная столица страны, а 9 апреля – Лубумбаши, где разместили свою ставку. По мере продвижения повстанцев к Киншасе были предприняты попытки со стороны международного сообщества договориться об урегулировании. Однако АДЗОК не воспринимал перспективу переговоров всерьез, хотя и принял в них участие, чтобы избежать международной критики. Правительственным войскам не удалось организовать даже оборону столицы. В мае повстанцы уже были на окраине Киншасы. 16 мая 1997 года многонациональная армия во главе с Кабилой вступила в Киншасу. Мабуту бежал в Марокко, где и умер 7 сентября 1997 года. 17 мая Кабила объявил себя президентом и вновь переименовал Заир в Демократическую Республику Конго. Новое конголезское государство во главе с Кабилой оказалось весьма похожим на Заир Мабуту. Экономика оставалась в состоянии крайнего упадка и приходила в еще больший упадок в условиях коррупции. Кабила не смог создать сильное правительство. Вместо этого он начал энергичную кампанию по централизации власти, в результате чего возобновились конфликты с меньшинствами на Востоке, которые требовали автономии. Кабила также стал рассматриваться как марионетка иностранных режимов, которые привели его к власти. Чтобы противостоять этому образу и увеличить внутреннюю поддержку, он начал выступать против своих бывших союзников. Это привело к изгнанию всех иностранных войск из Демократической Республики Конго 26 июля 1998 года, однако настроило против Кабилы соседей Демократической Республики Конго. Разрешить межэтнические противоречия не удалось. На Востоке власть правительства по-прежнему оставалась минимальной. Репатриация тутси в Руанду только усугубила ситуацию внутри Руанды. И на востоке Демократической Республики Конго вновь открылись лагеря беженцев и лагеря подготовки боевиков. В первые дни августа 1998 года две бригады новой конголезской армии начали антиправительственный мятеж в тесном сотрудничестве с Руандой и Угандой. Это положило начало Второй конголезской войне. Вот такой была Первая конголезская война. Как и в период развала СССР, немалую роль играли межэтнические конфликты, приводящие к массовым расправам над мирным населением. Но об этом поподробнее как-нибудь в другой раз. Пишите в комментариях, на какую тему вы хотели бы следующий ролик, и я постараюсь его сделать. А в завершение хочу вам пожелать только одного. Мир вам всем, и пусть войны остаются чернилами на бумаге.